ребята 16 сентября собираются в Москве, и для того, чтобы отыграть квалификации на 3 турнира, это 2 минора, хорватский и румынский, и мейджор в Гамбурге, да, они отыгрывают эти три квалификации и после этого разъезжаются по домам. Дальше они летят на минор в Бухарест, прилетают туда за несколько дней до турнира и прямо там тренируются. Плюс сам минор для них будет отчасти тренировочным турниром перед мейджором, который будет в Гамбурге. Дальше они после завершения турнира еще там на денек-два останутся в Бухаресте. У них будет такая полноценная, прям хорошая неделя тренировок плюс официальных игр. Дальше они летят в Гамбург. И после Гамбурга сразу летят в Хорватию, где играют минор, и плюс играют квалификацию еще на один мейджор, который будет проходить в DreamHack, который будет в Швеции происходить, зимний мейджор. С учетом того, что в этом сезоне очень сильно поменяется расписание, да, будет больше мейджоров, пока мы до сих пор не понимаем, как будет выглядеть очковая система, да, я думаю, что от таких длительных буткемпов мы будем отходить, по крайней мере, перед мейджорами, да, потому что их будет уже сильно больше, и если ребята будут проводить с собой очень много времени, они просто банально могут устать, поэтому я думаю, что специфика нашей подготовки немножко изменится, и это будут более короткие, более интенсивные буткемпы, которых просто физически будет больше, то есть вместо того, чтобы сидеть там 3 недели на буткемпе, ребята будут сидеть на буткемпе 3 раза по неделе. Где-то 1,5 недели назад в Москву приезжал Леша Березин, и мы достаточно плотно с ним сидели, разговаривали. Ну, как всегда это часто бывает, мы разговаривали на неигровые темы, но, как всегда, это бывает, разговор все равно скатился в доту, и он очень много рассказывал о том, какие он для себя извлек уроки. Я, конечно, не буду всю внутреннюю кухню рассказывать, да, но вот лично для него главный урок был в том, что ему стоит больше доверять своим собственным инстинктам. Ну, как это часто бывает, когда вот говорят, учатся на собственных ошибках, да, вот я думаю, что для Леши каждый турнир, и после Бостона он внес изменения в игру, и после Киева он внес изменения в игру, и в принципе все эти изменения, они приводили к хорошему результату. Когда мы только познакомились, как бы я для них был непонятно кто, они для меня были непонятно кто. Понятно, что у нас есть определенная разница в возрасте почти со всеми, кроме Леши, пожалуй. И понятно, что просто мы не знали друг друга, да, потом мы вместе съездили на мейджор, мы вместе съездили в Киев, еще один мейджор, потом как бы я уже, по сути дела, в роли менеджера с ними ездил на саммит, где как бы мы вообще супер плотно общались, естественно, вместе были на Инте, поэтому ребята, естественно, то есть я теперь могу сказать, что если уж мы и не друзья, то мы отлично знаем друг друга и с бытовой точки зрения, и просто с человеческой. От команды, которая за последние годы выигрывал мейджор, был предметный интерес зимой к одному из наших игроков. Собственно, мы для того, чтобы отчасти его удержать, мы улучшили условия для всей команды, потому что как бы мы всегда отношения с игроками строим на партнерских отношениях, мы никогда не говорим им: ребят, вот это написано в контракте, идите выполняйте. Мы всегда либо стараемся, и я лично всегда это делаю, всегда стараюсь объяснить, почему это нужно делать. Это касается, там, например, медийной части, интервью и так далее. В том, что касалось вот этого интереса, здесь просто мы улучшили ребятам немного условия и удержали их у нас. Собственно, у всех игроков, независимо от дисциплины, в контракте прописана сумма их отступных. Естественно, я не могу ее назвать открыто, я могу сказать, что она исчисляется десятками их месячных зарплат, поэтому достаточно большая сумма. Но опять же, я говорю, наша позиция в том, что мы с одной стороны стараемся сделать все, чтобы ребят удержать, но при этом мы ни в коем мере там не хотим их никаким образом закабалить или что-то сделать еще. Мы коммерческая организация, мы живем на деньги наших партнеров и спонсоров, мы живем на деньги на поступления от, соответственно, от стриминга, соответственно, от продажи стикеров и так далее. Соответственно, очевидно, что текущий сетап по Counter-Strike один из лучших в мире с точки зрения коммерческого потенциала, и для нас это безумно важно, да. Второй момент заключается в том, что у нас играют одни из лучших игроков мира в плане скилла, да, там Snax регулярно входят в 5 лучших по рейтингу HLTV. Все знают, на что способен Нео, все знают, в принципе, я думаю, видно, как прибавил Паша последние полгода, да. Вот Тас на последних турнирах достаточно уверенно играет, Бяли поддерживает свой уровень, поэтому это та команда, которая способна выигрывать турниры.
И тот факт, что их опыт, их персональные скиллы, ну, собственно, здесь нет никаких вопросов. Это, на самом деле, это уникальная ситуация. Нам не в Dota состав, и наш Dota состав, и наш Counter-Strike состав позволяет с текущими составами выигрывать титулы, обыгрывать, по сути дела, любую команду в мире. Это просто вопрос правильной подготовки и правильного настроя. Если говорить о переменах, то мы на связи и с командой, и с тренером. Я вот буквально на днях полечу в Нью-Йорк на SL One, где у нас запланирована большая сессия со всеми ребятами. Я думаю, что по ее итогам нам будет что сказать. Не скажу, что мы продвинулись в ситуации с решением проблемы Алексея. Она еще не закрыта, он гражданин Белоруссии, соответственно, в связи с последними событиями с американскими консульствами подаваться на визу ему нужно будет в Варшаве. У нас есть осторожный оптимизм на эту тему, я надеюсь, что на ближайший турнир он уже сможет поехать. Ну, я не скрою, что была возможность подписать, в принципе, любого, по большому счету, игрока. Я могу сказать, что я осознанно сделал выбор в сторону Леши по ряду причин. В первую очередь, это, конечно, игровые причины. Я, в общем, желаю Антону всяческой удачи, но только время покажет, кто сделал правильный выбор, мы или Нави. Мы абсолютно сознательно подписали второго игрока. Не секрет, что он является, в общем, давним спарринг-партнером Сайфера. Они тренируются вместе. Сейчас они планируют даже совместный буткэмп. Возможно, даже в Киеве это будет происходить, чтобы они могли быть вместе, чтобы не было визовых каких-то историй, куда в Киев, собственно, и тот, и другой могут ехать без проблем, без визы. Поэтому они тренируются вместе, они играют вместе, они помогают друг другу, в общем, выступают отчасти не как соперники, а как партнеры по команде, которым иногда приходится играть друг против друга. У нас есть уверенность пока в том, что дисциплина движется в правильном направлении, но понять то, насколько все будет динамично развиваться, мы сможем, как минимум по итогам полугода и там 3-4 турниров. Если мы будем понимать, что сцена развивается не так, как нам этого хочется, мы будем принимать соответствующие решения, но пока мы полностью довольны той динамикой, которую мы видим. Проект Paladins, он достаточно интересный, и я думаю, что он очень важный кейс в плане того, как работает VESA, Всемирная Федерация компьютерного спорта, которую учредили ESL и ведущие киберспортивные команды. К нам пришел издатель игры, компания Hi-Rez, собственно, и предложили достаточно интересную сделку, где они создают лигу, они гарантируют определенную поддержку всем командам, а, собственно, обязательство с нашей стороны заключается в том, что мы, собственно, должны будем создать составы, Чуть позже к этой сделке подключился Facebook, который стал эксклюзивным вещателем этой игры. И, в общем, нам, безусловно, интересно попробовать тестировать такой формат взаимодействия, потому что помимо просто выхода в новую дисциплину, для нас это очень важный момент в плане позиционирования VESA как некого единого окна, с которым могут работать издатели игры, с которым могут работать инвесторы и так далее. То есть это такой пример, когда все команды, независимо от того, где они находятся, в какой стране они находятся, какие у них финансовые результаты, какие у них организационные возможности, они собрались все вместе и выставили состав. Мы в целом уже договорились с достаточно перспективным составом. Я могу сказать, что мы будем выступать. Лига будет состоять из 2 дивизионов, североамериканского и европейского. Не скрою, что мы планировали выступать в североамериканском дивизионе для того, чтобы расширить свое присутствие на этом перспективном рынке. К сожалению, не все сложилось. Наши друзья из SK Gaming немножечко смогли обойти нас в споре за североамериканский дивизион. Как это часто бывает, и в Доте, например, и в Counter-Strike, игра достаточно популярна, есть такой парадокс, что игра очень популярна в Северной Америке, достаточно сильно, но сильных команд в Северной Америке, конечно, меньше, сильных игроков в Северной Америке меньше, поэтому я думаю, что европейский дивизион будет более сильным, более динамичным, и наверняка это будет способствовать большему росту интереса к игре в Европе и СНГ. Могу только приоткрыть тайну и сказать, что в составе есть один игрок из России, но вообще, в принципе, это интернациональный состав, который, я надеюсь, сможет бороться за самые высокие позиции. Остальные европейцы. Да, остальные игроки из Европы.